Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши лайки, подписки, комментарии. Благодарю. Напоминаю, на моем канале в списке воспроизведений находится папка экстренной психологической помощи «Сама себе психолог». Я создала этот плейлист, чтобы каждая из вас могла сама починить свою самооценку, выстроить жесткие границы и перестать извиняться за свой масштаб. Поправляйте мои принцессы короны и забирайте психологическую базу. Так, а тема сегодняшнего расклада звучит так. Вне зоны покоя, кто скучает по тебе в данную минуту и не может найти себе места. Сегодня мы узнаем лицо пленника. Кто этот человек, который по вам скучает? Это человек из прошлого или из текущего окружения какого-то вашего. Степень значимости для вас. Его состояние на данный момент. Может быть, там состояние тревоги, навязчивые мысли, тоска, внутренний разлад. Причина этого эмоционального всплеска, да, что именно активизировало его состояние именно сейчас. И узнаем, почему конкретно он тоскует. По вашему вниманию, близости, по контакту именно с вами. Все сегодня узнаем. Итак, начинаем. Кто же этот человек? Лицо этого пленника. Кто он? Ух ты, сразу нежность какая-то вышла у меня. Кто он? Этот человек, который скучает по вам. Ух ты. Ничего ж себе, ваша вторая половинка, тот, который считал себя вашей второй половинкой. Карта страсть тут токсично. О чем это? Гармония, видимо, эволюция. Интересно, интересно. Но это похоже на мужчину, очень похоже на мужчину. Давайте так, в принципе, мужчина. Девочки, у меня тут какую-то такую историю подсвечивают. Вполне возможно, это было взаимно у вас с этим мужчиной. Тут вот эта карта, она часто так считывается зеркало. Сюда же насчитывается как близнецовые пламена, моя вторая половинка. Вполне возможно, все начиналось у вас так. Карта нежность. Мужчина, может быть, неожиданно сам для себя испытал вот эти эмоции какие-то. Они на него обрушились. Это вот прям что-то такое нежное, пронзительное, даже чистое, я могу сказать. Тут действительно взрослый мог быть мужчина, но это такое какое-то желание дотронуться, да, прикоснуться к вам, как-то вот нежность, так вот как-то. При этом его тут, не знаю, мне кажется, тут транжира. О чем это? Не знаю, сейчас уточню, о чем это. Что? Знаете, как будто бы неожиданно для себя его накрыло, повторюсь, его вот как вовлекло, это как какой-то ураган его накрыл. Тут транжира, тут вот эти вот эмоции, в данном случае, вряд ли он тут был особо, это щедрость, можно считать. Я сомневаюсь, что этот мужчина был особо щедрым. Но тут карта карма, карта удачи. А дальше идет карта сада, это социум и воздержание. У кого-то это при наличии вот этих каких-то эмоций совершенно для него, может быть, для этого мужчины не характерных. Или он, в принципе, даже не догадывался о том, что он может испытывать эти эмоции. Повторюсь, это не сколько даже страсть, это какой-то тут на уровне души, вот потянула его нежность, вот хотелось как-то прикоснуться, хотелось как-то проявиться, хотелось вашего внимания, вот тут так. Но при этом социум и воздержание, и карта, смотрите, такая своеобразная, мужчина стоит, и у него тут на уровне этого причинного места у него замок повешен, амбарный. То есть мужчина вполне возможно при действительно накрывавший его тут и страсти, и тяги, он сдерживал себя, воздержание. У кого-то сад – это социальное какое-то порицание, может, не свободен, может быть, в принципе, вы не свободны даже, может, какие-то форматы взаимоотношений трудно реализуемые или порицаемые в социуме. Почему-то карта сад тут, то есть
Для него важно было, получается, как-то мнение этого социума. А еще история о том, что карма, кармические партнеры. Тут карта о том, что не просто вы в жизнь друг друга пришли. Тут, девочки, было и с вашей стороны 100% влечения. У кого-то тут, при том, что действительно понимали, не в то время, не в том месте встретились, или не свободны вы, можете он. А эти страсти, эти какие-то тут тяга, страсть, это накрывало. И это уже токсично переросло, знаете, как бы состояние такое, когда ты это можешь не контролировать. Хотелось как в омут с головой. При этом тут у кого-то в голове, знаете, как такой колокольный звон, набат прямо. Не нужно, нельзя. Если там семьи, зачем разрушать семьи? Не нужно. А тяга все равно сохраняется, сохранялась очень долгое время, я тут вижу. Это токсично было. У кого-то девочки, прям мне рассказывают историю, это было взаимно, и девочки перенесли вот это вот какое-то тут прям испытание это. И на фоне, может быть, там разрыва взаимоотношений с этим мужчиной, или понимание, что невозможно отношения дальше выстраивать, или они ни к чему хорошему не приведут, типа такого. Тут карта гармония, карта ведьма. Может быть, начали увлекаться таро, психологией. Почему? Отчасти для того, чтобы выйти из этого состояния, разобраться, что происходит, почему этот мужчина в мою жизнь пришел. А он не зря пришел тут. Не просто это влечение там сексуальное, не просто какая-то тяга, привязанность. Нет, карта карма. Пришел с каким-то уроком, вы должны извлечь урок из этого, и он. И близнецовые пламена у многих могут проиграться. Это история о том, что повстречавшись друг с другом, вы становитесь не обязательно парой, взаимодействуя друг с другом, вы каждый в отдельности становится лучшей версией самой себя. Для многих это новые какие-то вызовы, новые горизонты, да, новые какие-то, у кого-то даже амбиции просыпаются, желание жить, творить. Опять-таки, вот как-то так. И тут карта эволюция. Я хочу сказать, вполне возможно, и вы пошли своей дорогой. Тут вот карта. И ваша жизнь изменилась, и его жизнь меняется, изменилась. У кого-то тут прям могли быть такие качели от любви до ненависти, потом опять любовь, потом опять непонимание, как с этими эмоциями жить вообще, что это. Многие пришли вот в Таро, потому как они в обычной жизни, девочки, они не могли понять, даже поделиться, может, этими эмоциями. Это как-то нестандартные, они не совсем обычные эти эмоции были. Может, до этого вы вот именно таких эмоций ни с кем другим не проживали, не испытывали никому. Поэтому у многих тут Таро, по ведьме ведающий. У кого-то прям начало, знаете как, после этих потрясений каких-то, как говорят, распаковка, да, произошла. Тут у кого-то эти вещи и сны, у кого-то поток информации пошел абсолютно из разных источников, да, вы запрос вроде бы, и вы думаете, да я не посылала этот запрос, почему мне постоянно мне какие-то попадаются передачи, почему мне эта информация идет. Опять об этих кармических партнерах, о близнецовых этих пламенах. А вообще, зачем мне это все? Оно вам как будто бы вот поток открылся вам многим. Так, вот так вот. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, мы разобрались, кто скучает по вам. Лицо этого человека, да? Давайте посмотрим его текущее состояние. Внутренний разлад, тревога, навязчивые мысли, тоска. Его состояние. Сразу мне показано какое-то его состояние, почему-то связано с какими-то новостями. Дальше карты такие чудные. Ангел, финансы, солнышко, токсично. О чем это? Его текущее состояние этого мужчины. Токсично, вампир, дьявол. Ух, разбередили тут. Вот эти новости какие-то. Я так подозреваю, это о вас новости. Ну да? Сейчас я уточню. Они как разбередили ему душу. Как будто бы... В чем эти новости о вас? Игра. Вас касается. Ценность. Чем? Ценность, иллюзия. Сердце.
Давайте так, если вы не свободны и у вас карта род, семья, тут сердце, иллюзии, ценность, у кого-то, может быть, мужчине сообщили о вас, о вашем там семейном каком-то положении, состоянии. Могли тут еще рассказать по поводу там, у вас там любовь земная, неземная с вашим там супругом, избранником. То есть это ревность могла быть, дьявол, токсично, вампир, солнце. Где-то он вас считывает, знаете, 100% тут он вас считает очень ценной женщиной. Но при этом такой, как будто бы, то ли он пребывал в иллюзиях каких-то по поводу вашего рода, семья. Знаете, может быть, сам себя успокаивал, там говорил, да у нее там хреновастенько все в семье, там, может, правда, с супругом 5-й год там в разных спальнях там ночуют и не пересекаются, да. Или же там, ну не знаю, считал, что у вас там вы из каких-то своих соображений находитесь, может быть, в браке, в союзе. У кого-то вообще мужчина мог для себя считать, что вы, допустим, находитесь в союзе со своим избранником, тут карта финансы, из-за какой-то финансовой выгоды, стабильности, вот как-то так. А тут что-то его накрыло, ему какие-то новости сообщили по поводу вас, по поводу, может быть, не знаю, вашего избранника. Тут именно вот союз, семья, род. Ну, видать, кто-то видел вас и с каким-то мужчиной. Может, да придумывали еще что-то. Ну, в общем, и у него в голове вспышка. А она счастлива. Вот в семейной жизни именно, или с каким-то мужчиной, с другим, она счастлива. Она может любить этого мужчину. Тут по поводу, ну, как будто, как вам сказать, тут даже боль, ревность, вот такое токсично, вампир, он говорит, я хочу, чтобы она меня любила. Тут по дьяволу, тут и ревность, психия, агрессия какая-то, тут его эгоизм, солнце, как кто-то меня затмил, как мое место, априори оно не может быть занято в ее сердце. Почему? Почему, как будто бы вот, кто посмел мое место занять? Вот такое вот как-то, мне так идет. Ангел, это что? Ну тут, знаете, при том, что, может быть, он и знал о вашем семейном положении, он все равно как будто надеялся по карте парусник для него, что будет лучший какой-то исход. Может быть, вы там разведетесь, разбежитесь с кем-то. Наконец-то до вас дойдет, что он для вас это самое лучшее в вашей жизни, что было и что может быть, да? А тут что-то пошло вот не так. Судя по этим новостям, то у вас и где-то и без него все хорошо. По крайней мере, так ему преподносят это все. Тут вы заделаете его эгоизм какой-то вот по солнышку, да. Такое вот. Тут потребительское у него чуть-чуть отношение, скажем так. Он мог бы тут жить своей жизнью даже какое-то время спокойно, уже как подзабывать, ну, скажем так. Но когда он узнал, что у вас все хорошо с каким-то мужчиной, ему так это преподнесли, то тут он мог даже с одной стороны подумать, ну, на самом деле она там ради финансов, на самом деле там не все так хорошо. Но тут же ему могли сообщить, что, допустим, вы шли со счастливым лицом каким-то, улыбались там кому-то, какому-то мужчине, могли сказать, что у вас там в семье все прекрасно. Тут что-то такое, как будто бы он так осознал, понял, что да нифига, ваши потребности где-то закрываются с кем-то, и вы не будете тут ради, допустим, ну, ради него разрушать, может, семью, или как-то тут вот так вот, как-то, или как-то пытаться даже вот искать встречи с ним, или вот сближаться, вот тут такое. А он какое-то время был, долгое время убежден, что да, что что-то изменится, и вы вновь можете где-то пересечься, или что-то у вас новое, прекрасное может быть. Вот так вот. То есть это текущее его состояние, тут даже не тоска, тут тревога, внутренний разлад, агрессия, ревность, желание где-то самому себе доказать, да нифига, на самом деле ей хреново там, это что-то не так поняли, но тут же как будто бы ему говорят, да нет, все у него классно, и он тут злится.
Давайте посмотрим причина всплеска, что именно активировало его состояние именно сейчас. Но мы там отчасти уже поняли, это новости какие-то о вас. Вот это активировало его состояние. Ну, давайте еще раз посмотрим. Токсичненько. Дом. Что? Что активировало твое состояние? Покажи. Карты показывают. У нас тут токсично дом. Дьявол, подарок, эволюция, мост, одиночество. Еще, знаете, все вместе еще совпало. Помимо этих новостей о вас, тут еще у него совпало дома, где он находится, карта его дома. Токсично, хреново. Может быть, там выяснение отношений, может, какие-то придирки, доказывает каждый сам. Там, может, если он не свободен, там его супруга какие-то претензии предъявляет, он в ответ, тут по дьяволу опять-таки какие-то, может быть, манипуляции. Потом период, знаете, какой-то такой, как затихает вот эта вот агрессия, какие-то накопленные претензии опять-таки. Тут может быть даже компенсация через подарки как-то, примирение, да, вроде бы эволюция, вроде бы к чему-то движемся, ладно, не так все фигово, допустим, дома, да, какие-то перспективы он видит, планы даже какие-то начинает строить. А потом, вот даже на фоне того, что вроде бы все налаживается, да, после каких-то тут выяснений бурных, не бурных, ну тут бурные могут быть, тут и могут быть претензии токсично, дьявол, тут и могут какие-то претензии по поводу измен, подозрений в изменах. Это все сюда. И это так все считывается, да, знаете, как вот, может быть. Я не удивлюсь, если супруга, может быть, даже знает о том, что он там, может ли влюблен в кого-то, или там раньше мог чудить, да, давайте назовем это так. Для некоторых женщин эти качели они используют для того, чтобы даже какие-то подарки иметь с этого выгоду. Ну, раз они не уходят долгое время, находятся в этих отношениях и не уходят из отношений. Кому-то выгодно, материально выгодно, у кого-то еще какие-то вторичные выгоды. Но тут подарки. Ну, может быть, так она привыкла выстраивать отношения и получать так подарки. Но я не хочу тут наговаривать на женщину, но просто вышли такие дьявол, подарки, эволюция. А тут опять вроде как мостик, строим отношения, вроде бы возможно. Но при всем при этом в конце карта одиночества. То ли это одиночество вдвоем под одной крышей, каждый сам по себе, как соседи какие-то. И в принципе причина всплеска, потому что как бы там ни было у него, там налаживается что-то вроде бы, да, но а внутри он чувствует себя одиноким. И плюс вот это состояние одиночества, и плюс еще новости о вас какие-то там, что а вы там все хорошо, цветете и пахнете, и кого-то еще и любите. Вот так вот. Так, следующее. Почему конкретно этот мужчина тоскует? По вниманию вашему, по близости с вами, по контакту, да? Вообще какой-то, может, образ вас, вот он в голове, и он поэтому скучает. Почему именно он скучает? А знаете, тут такое интересное, у него как будто больше всего он скучает по своему состоянию. Тут показано, когда он был рядом с вами, при том, что это карта одиночества, но рядышком с вами он себя ощущал по карте солнышко. Это, ну, где-то большой ребенок, кайфовал от встреч с вами, ощущал себя тем самым мужчиной, да, вот я красавчик, я самый лучший. Может, у него тут и дела в гору шли, лучше спорилось дело любое, там, работа, взаимоотношения, в принципе, с людьми. Так как вы тут проходите, у меня карта женщина-муза, яркая, харизматичная, энергетически наполненная, женщина-оптимистка. Рядом с вами вообще трава зеленее, солнце ярче. Вот по вот этому состоянию. При этом переход на новый уровень, как будто бы вы отчасти его, ну, тут вдохновляли, даже подталкивали к чему-то, к вот этим переходам на новый уровень, к желанию жить, творить, куда-то стремиться, к чему-то.
вот это вот, поэтому вот он очень скучает, именно по этому состоянию своему. Ну, ваша внешность, ваша привлекательность, сексуальность, это все сюда, вот это женщина. Опять-таки, тут состояние еще, почему он скучает, карта подарок и тут транжира. Знаете, я не удивлюсь, если вы тут готовы были в какой-то момент ради него на все, ну почти на все, да. Не то, что тут даже из позиции жертвенности, тут женщина как будто бы готова, вот там, допустим, влюбилась и готова мужчине отдать было все-то. Как вам, босиком по снегу куда-нибудь в тайгу, еще что-нибудь, ну да, как жена декабриста. Но при этом карта последняя, вот, невозможно построить эти отношения. Ой, как будто бы ему бы хотелось вот это вот все вернуть, но при всем при этом он понимает, все равно как будто невозможность этих форматов. А тут какая-то, знаете, такая еще есть как уловочка, хитрость. Как будто вернуть это состояние он хочет, вот это вот наполненность, яркость, желание жить. Но при всем при этом он же понимает, что дальше куда это, к чему это. То есть тут так как-то он скучает по вот этому своему состоянию, но при этом он четко понимает, что уже это не вернешь, и дальше развивать это невозможно. От этого, наверное, еще более, как это, горько, печально все это. Давайте я доложу пару карт. А почему невозможно? Почему на самом деле невозможно, если ты ощущал себя таким прям тут, ой, живым, ярким, веселым, наполненным рядом с женщиной, которая смотрит этот расклад? Почему невозможно? Карта Лилия, что смерть. Но тут невозможно, знаете почему еще? Потому что, помимо объективно, это может быть не свободно, еще он говорит, карта Лилия, карта смерть. Женщина была в свое время наивная, доверчивая. По карте Лилия это чистота помыслов, чистота намерений. Помимо того, что как цветочек красивая, но тут еще и, повторюсь, где-то наивность. Но вот эта вот наивность по карте смерть, все. Вот эти розовые очочки ваши уже, они разбились стеклышками внутрь. Уже вы давным-давно не та наивная, недоверчивая, вряд ли вы уже подпустите к себе этого мужчину, вряд ли те же форматы какие-то он сможет проиграть. Я не хочу его тут ни в чем обвинять, да, в отношениях вовлечены двое, но тут явно женщина, может, изначально подвлюбилась или понадеялась на там продолжение отношений, или смотрела вообще на этого мужчину как-то вот как-то так по одному, вот прям, я говорю, розовые очки, вот Лилия, это прям, не знаю, принц какой-то неземной, да, и вполне возможно там надеялась на что-то. А тут по карте смерть все, вот это вот восприятие этой женщины, она уже по-другому себя проявляет и будет проявлять рядом с ним. Она уже совсем другая. Девочка выросла, девочка получила болезненный тут урок. Но он это тоже все понимает. Так, давайте пару карт еще на Монаре, так чтобы вам интересно было, да? Почему конкретно этот мужчина больше всего скучает? Ну, потому что связано с вами. Угу, очень интересно. Смотрите, тут изначально королева земли. Женщина то для серьезных отношений, он вас такое воспринимает. То есть вы не для поверхностного какого-то там флирта, там ярких сексуальных приключений. Это да, но при этом изначально женщина для серьезных, королева земли. Но при этом идет ощущение того, что он вам боль причинил. Эту женщину то ли предали, то ли обесценил он это все. Скучает по вот этому вот желанию, тройка воды, видите, прыгнуть в эту чистую воду, прозрачную воду, и начать все заново, с нуля. Но при этом тройка, опять это третий фактор какой-то. Тут двойственность, понимаете, с одной стороны, начать все с нуля, вроде бы по-другому, уже как-то искренне, но третьи лица сохраняются, никуда оно не девается. И лишний раз карта еще подтверждает, что женщина, то есть девочка, она переросла эту ситуацию. Она уже вышла из этих каких-то рамок, границ. Она уже, тут бегает этот мужчина, тут вот по этой карте, да, где-то тут.
И он каким был, таким он и остался. А девочка, ее запросы, ее видение себя, ну вот, она выросла, абсолютно выросла. Ну, почему он тоскует? У кого-то это сексуальное желание, тут мечтает, фантазирует о вас. При этом, знаете, то, что вы выросли, вы переросли эту ситуацию, то, что вы не остались на том уровне, это добавляет ему интереса, я вам хочу сказать. На самом деле вы для него более значимые, интересные, более волнующие это все. При этом где-то он за вами подглядывает как-то, может быть, через знакомых узнает. Очень скучает, тоскует. Почему? Вот, может быть, и раньше где-то вы там своими делами занимались, как на этой карте. Видите, тут девушка пришла из реки, набирает воду, да? А тут мужчины за ней наблюдают, следят, подглядывают. Вот где-то наблюдать вас, за вами даже. Может быть, даже какой-то диалог, какой-то флирт. Вот поэтому скучает. И почему еще скучают? Вот такая карта, она своеобразная. Тут девятка воздуха в Манаре. Женщина, которая делает шаг в новую реальность. Это, видите, картина такая, да? Тут на стене висит картина. А тут получается, как эта женщина из этой картины делает шаг. Шаг в свою новую реальность, новая жизнь, новые горизонты. Это о чем? Это о том, что все-таки с вами он связывал как будто бы вот новое что-то в его жизни, да? Новый какой-то этап, новые, может быть, шансы, возможности. Все равно он с вами связывал. Это что-то нестандартное такое. А сейчас, скорее всего, у него тут, такой какой-то период. У кого-то это бытовуха, у кого-то день сурка, у кого-то все размеренно, по полочкам, стабильно, но при этом так не хватает вот этих новых каких-то ощущений, чего-то будоражащего, каких-то даже вызовов. Тут не хватает ему этого. Он вас тут видит как-то нестандартно, как будто женщина пришла в его жизнь, и отчасти для того, чтобы он попытался свою жизнь изменить. Это как шанс ему был изменить свою жизнь. Многие тут не рискнули, воздержались. Кто-то эти шансы взял как-то, вдвоем. Тут я не говорю, что исключительно он. Они как-то были исковерканы на эти шансы, возможности. Не экологично все было сделано. Как-то так. Вот такой расклад сегодня, девочки. И состояние навязчивого мысленного возвращения к человеку часто связано с незавершенным эмоциональным процессом, да, незакрытый гештальт. Вы тут расстались, каждый пошел жить своей жизнью, а вы у него все равно в голове сидите. Если связь была значимой, но не получила ясного завершения, психика может продолжать достраивать ее в фоне, вызывая всплески воспоминаний и эмоциональной активности. Вот это то, что у него случилось, да. И такие состояния, они усиливаются в моменты стресса, одиночества или внутренней нестабильности, когда мозг ищет привычный эмоциональный якорь. Но это совсем не является мистическим каким-то воздействием. Это естественная работа памяти и привязанности. И самое главное в этом не то, что человек думает о ком-то, а в том, сможет ли он, этот мужчина, перевести вот это внутреннее напряжение в какое-то осознанное действие. То есть проявится, да, как-то. Или оставить его существовать только внутри себя. Все, мои хорошие, спасибо огромное за то, что вы были со мной. До новых встреч. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.